Сегодня 5 мая 2020 года, и я решил, что сегодня я хочу поставить на обеденный стол все корабли своей коллекции. Коллекцию я начал собирать в 2013 году. Коллекция кораблей масштаба 1 к 350 сейчас составляет 24 корабля, из них 2 эсминца, канонерская лодка, вот крейсер «Варяг» со своим неразлучным корейцем, а сзади Миказа, представители одной войны, прочие корабли. Их довольно много, представителей Второй мировой войны. Первым кораблем, который я собрал по рекомендации бывалых моделеров, была подводная лодка, американская подводная лодка Skipjack. Здесь представлены русские корабли, француз, довольно много японцев, итальянский, британский, российский и американский крупные корабли. Вот так выглядит эта коллекция все вместе. Довольно-таки значительно выглядит, масштабно. Вот таким образом выглядит на сегодняшний день мое главное хобби. Да, вот первый корабль. Сделан в 2013 году. Почему именно этот? Дело в том, что я пытался купить в магазине сразу корабль. Я прервусь буквально на несколько секунд для того, чтобы разъяснить, что каждый раз во время рассказа о новом корабле из коллекции здесь будут возникать вот эти таблички. На первой табличке будет оценка сложности монтажа самой модели. На второй табличке будет оценка детализации модели, то есть количество деталей. А третья табличка – это мое общее мнение о том, насколько трудно или легко и удобно будет делать эту модель. Так вот, тот корабль, который я собирался купить, называется Тирпиц. Когда меня спросили, сколько кораблей я сделал, я сказал, что это будет мой первый корабль. Мне сказали, ни в коем случае, нужно обязательно потренироваться. Самое простое, что вы можете для себя сделать, это подводная лодка. Да, действительно, это мой первый тренировочный корабль, как в покраске, так и в сборке. И вот в 2013 году я начал собирать свой первый крупный корабль, это Тирпиц от Ревела. Могу сказать, что много сложностей, много ошибок, не вполне правильная покраска, но Ревел делает очень простые и удобные модели, поэтому корабль в общем получился. Ревел делает не очень большое количество разных моделей. Я бы очень рекомендовал его для всех моделеров. Вот корабль. Вот его пушки. Я планирую собирать его сестершип Бисмарк, но, по-видимому, другого производителя. Следующим кораблем в 2013 году был вот этот вот Изе от Фуджими. Корабль оказался для меня неожиданно сложным. Очень высокая детализация для человека без опыта. И вот эта деревянная палуба, которая не хотела укрепляться на пластике. В общем, на то, чтобы построить этот авианосный линкор, мне понадобилось более полугода.
В дальнейшем я делал все быстрее. Я очень рекомендую не браться за модели от Fujimi, если у вас нет действительно серьезного опыта в постройке моделей от других производителей. Это Yamato от Tamiya в 2015 году. Я начал его, закончил лишь в 2016. Была небольшая проблема, именно пожар в квартире. Хорошо, что не пострадали корабли. Здесь можно сразу сказать, такие корабли я рекомендую строить именно моделерам без опыта. Tamiya наименее требовательна к мастерству. У Tamiya достаточно удобная инструкция, и по сравнению с остальными действительно не очень много деталей. Здесь можно видеть, что, конечно, огрехи краски имеют место быть, не совсем удобно было работать, но тем не менее этот корабль получился. Можно сказать, что этот корабль получился у меня первым действительно правильно сделанным и верно покрашенным кораблем. В 2017 году я принялся делать русские корабли. И первым я собрал крейсер «Варяг». Этот корабль есть у многих моделеров и коллекционеров. Что касается производителя «Звезда», который делает этот корабль, об этом производителе знают многие. Части корабля часто довольно-таки грубы, части часто некрасиво сказал. Детализация достаточно средняя, не будем говорить, что она низкая, потому что иногда у корабля можно найти детали фототравления, вот как здесь. В общем-то, вполне на уровне средних образцов корабль получился, я так считаю. И следующим кораблем стал Севастополь от Звезды. Здесь та же ситуация, детализация достаточно средняя, если не сказать низкая. У крейсера «Варяг» она была выше. Корабль я закончил делать в конце 2017 года. Корабль был достаточно легким, и поэтому для начинающих я бы рекомендовал делать именно этот корабль. Хорошо получится, я абсолютно в этом уверен. Вот так. Линкор «Октябрьская революция», систершип нашего Севастополя, я начал делать параллельно. Мне было интересно разница между этими двумя кораблями, потому что многие знают о том, что Октябрьская революция — это довольно-таки сильно модернизированный тот же самый корабль, что и Севастополь. То есть систершип. Ну, здесь ситуация с Севастополем одинаковая. Звезда не очень балует нас детализацией, зато корабль делать быстро, удобно, и его я тоже могу рекомендовать для тех, кто не собирается тратить много времени на детализированную сборку. Краска легла достаточно удобно, и можно сказать, что корабль красив. В этом же году я сделал первую модель производителя Камбрик. Производитель Камбрик — это особенный производитель. Он делает детали из эпоксидной смолы. У него часть деталей отсутствует, их нужно делать вручную, исходя из необходимости. Зато корабль получается очень детализированным и красивым. Это канонерская лодка «Кореец». Вот что получилось. Я считаю, что это, в общем, неплохой опыт. Работать с моделями Камбрига нужно уметь.
И поэтому, если есть время и желание, а особенно нужно много времени, то можно взять крупную модель. Я взял небольшую, и мне понадобилось около 2 недель для того, чтобы собрать и покрасить этот корабль. 2018 год, и я взялся за свой по-настоящему сложный первый корабль, который, надеюсь, у меня получился, ну скажем, на 4 из 5 баллов. Это линкор Рома, я делал его около 1,5 месяцев. Линкор Рома от Трампетера. Вот он во всей его красе. Вид сверху. Трампетер на данный момент, наверное, лидер в изготовлении моделей, и, в общем-то, это заслуженное лидерство. Я рекомендовал бы делать модели Трампетера абсолютно всем. К концу 2018 года я почувствовал в себе возможности делать по-настоящему сложные корабли с высоким уровнем детализации. Вот первый из кораблей, который, по-моему, получился у меня на хорошую отметку. Это Миказа, броненосец начала 20 века. Особенности корабля в большом количестве малых деталей. Вторая особенность в его покраске. Я считаю, что я сделал это вовремя. Я не хочу сказать ничего плохого о таком замечательном производителе, как Фуджими, но Фуджими производитель для действительно опытных строителей и коллекционеров. А это производитель Хасегава. С Фуджими практически одинаков по уровню сложности. Эсминец Кагеро, 2018 год. Производитель Тамия. Эсминец, как ни странно, довольно-таки детализирован, и его я бы рекомендовал делать с средним опытом, с определенным временем, потому что на него у меня ушло около 2 недель. Я не очень торопился и пытался сделать его максимально красивым. Я считаю, что это получилось. Покрашен он в классической манере. Очень удобная и удачная краска здесь выбрана была, голубоватая. И еще один героический японский корабль. Это линкор Конго. Это Фуджими, о котором я уже говорил неоднократно, поэтому и детализация здесь высококачественная. И времени я потратил на его постройку около 2 месяцев. Вот этот замечательный корабль. Я считаю, что он один из самых красивых кораблей, которые у меня получились. Я закончил его в самом конце 2018 года. И сразу за Конго в начале 2019 года я принялся за корабль японского флота, тяжелый крейсер Атаго. Это единственный корабль от производителя Ironclad. Каким-то образом сказать, что он отличается от Трампетера, нет. Очень похожий принцип создания модели, средняя сложность. Ну, я очень старался и, в общем, считаю, что корабль получился на хорошем уровне. Средний корабль со средней детализацией. После Атаго в 2019 году я собирал тяжелый крейсер Принц Ойген.
Я сделал его в темном цвете, темно-серый. Он ему очень идет. Детализация выше средней. Этот производитель, в данном случае Trampeter. Корабль делался долго, целый месяц, но получился красивым. У некоторых кораблей я принципиально не прорисовываю ватерлинию, вот так как именно здесь. Просто потому, что в основном количестве их изображений, классических изображений, эта ватерлиния отсутствует. Очень рекомендую для людей, у которых есть опыт, создавать этот корабль. В том же 2019 году я несколько изменил своему принципу создавать только исторические корабли и создал первый современный корабль, если не считать американской подводной лодки. Это тяжелый крейсер «Адмирал Кузнецов». В общем-то, все хорошо знают профиль этого корабля. Это тоже Trampeter. Могу указать на детализацию. Детализация у корабля гораздо ниже, чем у остальных моделей. Может быть, это связано с тем, что корабль современный, у него просто количество выступающих деталей и механизмов гораздо меньше по сравнению с его более древними предками. Но факт остается фактом. И особенность покраски. Я долго пытался найти краску, которая бы соответствовала палубе советских и российских современных кораблей. Вот что-то у меня получилось. Можно посмотреть на это. Краса и гордость британского флота, линейный крейсер, или, как, наверное, все-таки более корректно его назвать, линкор Hood. Тоже модель от Trampeter. Сделал я его в середине 2019 года. Детализация средняя, делал быстро. Получилось менее чем за месяц его собрать. Ну, в принципе, это и видно здесь. Корабль строился довольно легко. Я рекомендую его для среднепродвинутого моделлера. Получится очень красивый корабль. Карманный линкор, или по-другому сказать, тяжелый германский крейсер «Адмирал Шпее». Высокая детализация, длительная достаточно работа над ним, более 1 месяца, около 2 месяцев. И, в общем-то, очень нравящийся мне результат. Корабль от Trampeter получился красивым, получился, вот, можно взглянуть на него, замечательным. Его я бы рекомендовал в качестве жемчужины коллекции для тех, кто уже умеет хорошо делать корабли. Британский крейсер Exeter. Корабль очень известный. Модель от Trampeter с высокой детализацией. Модель, где я изменил своему правилу и не делал самолетов. Вот катапульты без самолетов. Мне показалось, что так будет лучше. Этого сам я уверенно сказать не могу. Это лучше будет спросить у тех, кто будет смотреть это видео. Необычная текстовая разрисовка на башнях. Как я уже сказал, у Trampeter разные очень корабли. И этот корабль с высокой детализацией. Это видно вот здесь. Леерное ограждение, настоящие цепи. Довольно-таки
ажурный подъемный кран, стрела его. Здесь видны крюк. Корабль замечательный, но не для молодежи. Это для ветеранов модельного движения. И если у вас есть опыт, беритесь за этот корабль. Я рекомендую. Делается хорошо, быстро, приятно. Все тот же 2019 год. Самый маленький из кораблей в моей коллекции. Schnellerbot. Германский Schnellerbot, торпедный катер. Ну, в общем, видно, что кораблик совсем небольшой. На самом деле он был в одной коробке с крейсером Принц Ойген. И я занялся им несколько попозже. Пару дней понадобилось мне для того, чтобы сделать этот корабль. Или лучше назвать его все-таки катером. На то, чтобы собрать Шимаказе под Тами, мне понадобилось меньше одной недели, потому что уровень моего мастерства, как я предполагал, уже вырос. Получилось очень красиво, получилось его покрасить максимально аутентично, детализировать его. Я даже хотел плеерное заграждение поставить, потому что оно на самом деле у меня осталось в большом количестве от других кораблей. Но хорошо, что я этого не сделал. И вот почему. Прошу знакомиться. Это тяжелый американский крейсер, мой первый американский корабль, Аляска. Корабль с уровнем детализации настолько высоким, что можно сказать, это самый сложный из всех кораблей, которые я когда-либо делал. Я занимался его постройкой 2 месяца. Производитель называется Hobby Boss. Здесь количество деталей фототравления настолько огромно, что я даже часть из них к своему стыду не стал устанавливать. Вообще, так моделисты иногда делают, и довольно часто. Особенно, когда мы собираем что-то от производителя «Звезда». Там некоторые детали просто невозможно установить. Я долго размышлял, какой цвет выбрать для этого крейсера. И вот получилось, что у него довольно необычный цвет. Сам по себе он светло-светло-серый, у него темно-темно-оливковая широкая ватерлиния и яркий металлизированный цвет днища. Еще раз покажу вот эту часть. Я рекомендую браться за такой корабль, только если вы действительно уверены в своих силах и у вас есть действительно большой опыт. Более сложного корабля я еще не делал никогда. Многие заметили, что самолеты стояли некорректно. Я их снял просто по причине того, что их нужно было несколько переставить. Стояли неверно. Теперь я все объяснил об этом корабле и перейдем к следующему. После Аляски вот этот корабль, линкор «Принц Уэльский», был для меня легкой прогулкой. Это было несложно, я делал его вместе с сестершипом King George V. King George V, в отличие от этого корабля, будет покрашен необычно. Это тот случай, когда я рекомендую модель моделерам со средним опытом. Корабль делается несложно, корабль делается быстро. Мне понадобилось 2,5 недели на то, чтобы сделать сразу 2 корабля. Я строил их одинаково, синхронно. Вот король Георг V, который делался вместе с принцем Уэльским. Корабли несколько различаются, и я расскажу об этом в отдельном видео. Здесь могу только обратить внимание на то, что я попытался здесь повторить один из камуфляжей Второй мировой войны. Это реальный камуфляж, он состоит из 3 цветов, вот здесь хорошо видно это. Темный, светло-серый и фактически белый. Очень рекомендую
Так же, как и его сестершип, корабль делался легко, а особенно после того, как я мучился с крейсером «Аляска». Вот эти корабли вдвоем, вместе сейчас. Я сделал их в 2020 году, в самом начале года. Оба эти британских линкора от производителя Тамия. Затем в 2020 году был Дюнкерк. Корабль, который тоже получил исторический камуфляж. Производитель называется Хобби Босс. Корабль с достаточно средней детализацией, поэтому делался быстро, делался легко. И мне кажется, что покрасить его получилось у меня максимально хорошо. Ну, то, что называется мастерство, это был уже 23-й корабль, который я сделал. Я надеюсь, что здесь уже видно, что огрехов практически нету. Я использовал 100% деталей фототравления. Корабль для уровня несколько выше среднего. Для тех, у кого есть определенный опыт, но это не самый сложный корабль. Крейсер. Итальянский крейсер Зара. Производитель Трампетер. И, как ни странно, достаточно высокая детализация. Крейсер получился красивым. Я надеюсь, что здесь я уже близок к идеалу. И в плане покраски, и в плане сборки. Корабль для уровня чуть выше среднего. Очень рекомендую его, потому что делать его одно удовольствие. У меня это получилось менее чем за месяц. — 2020 год продолжается, и я сейчас занимаюсь сборкой дредноута. Тот самый великий линкор Королевских военно-морских сил. Дредноут скоро будет готов.